Всем привет! Вы на канале «Шить для себя это удобно». Сегодня будет видео про то, как я делаю первые шаги в свободно-ходовой стежке. Вот эти результаты, это первые мои шаги. И для того, чтобы не выбросить эти кусочки, которые, можно сказать, красивые, я решила сразу же показать, как можно шить большую, удобную, цельнокроенную косметичку, размер которой 16 на 25, с двумя молниями. Внутри тоже есть потайной карман. И все это можно шить за полчаса, если у вас уже есть заготовки. Если вам понравилась такая косметичка и вам интересно, как я осваиваю свободно-ходовую стежку, смотрите видео дальше. Давно хотела научиться свободно-ходовой стежке. Конечно, научиться сказать это, то, что вы видите, еще нельзя, но я вам покажу, что я тренируюсь. Вот смотрите, что у меня получается. Раньше, кто смотрит и следит за моим каналом, видел, что я обычным ходом машинки настрачивала по рисунку, а вот все-таки сделала над собой усилие, поставила задачу и начала тренировки. Конечно, на заказ я еще это делать не буду, мастерство мое не позволяет, но все же для домашнего использования более чем достаточно. Вот такая красота у меня получается. Значит, я вам хочу рассказать о своих сложностях, с чем я столкнулась, ну и на закуску показать, что можно сделать, например, из такого красивого кусочка заготовки. Я использую с этой стороны стежка, с этой стороны непосредственно катон. Вот. И использовала вышивальные нитки. И для того, чтобы получился рисунок, я сначала не понимала, как это делать. Потом посмотрела девочек много. Вот. И некоторые из них сказали, что нужно поделить все на определенные квадраты, внутри квадрата разделить еще на квадраты и учиться именно в этих квадратиках делать ровные строчки. Вот такая красота. В интернете очень много всякой информации. Мастер-классы, конечно, показывать пока я вам не буду, потому что я не умею. Я просто повторяю и все. Но как у меня получается у неопытного человека именно в такой стежке, я, конечно, вам сейчас покажу, и с чего я начинаю, как я делаю первые какие-то шаги. На вот такой заготовочке постараюсь вам показать, не судите меня строго, я начинающий. Значит, ткань любая, вот я кусочек взяла поролон, и снизу вот такая стежка. Буду пытаться, взяла кусочек сантиметров, наверное, 40 на 25, чтобы, может быть, когда-нибудь использую в косметичке, в каком-то кошельке. Вот. Мне жалко выкидывать даже то, что я учусь. Всегда можно сделать что-то красивенькое. Теперь касаемо лапок. У меня в комплект моей машинки входили уже все вот эти лапки. Я все их попробовала. Они, в принципе, все хороши. Вот, но лучше всего у меня получилось на вот этой. Вот, она такая прыгающая, и мне что-то она зашла. Вот, теперь, раньше я пробовала много раз, и у меня не получалось. Я поняла почему, потому что высота моего стола была повыше. Сам стол сантиметров 75, наверное, был, плюс машинка сверху 10 сантиметров. Итого мне было высоко, руки высоко, мне неудобно. Теперь стол у меня стоит, сама столешница 65 сантиметров, и плюс сама машинка. Итого у меня 75 сантиметров, и мне уже удобно, но я бы еще на пару сантиметров опустила. Вот, если бы был у меня стульчик немножко подкручивающийся, было лучше, но это все перспективы. И самое главное, что я купила себе стол, который ниже, он регулируемый, его можно опускать на любую мне удобную высоту.
Потом я сделаю вам, конечно, обзоры своего стола и своей машинки. И, может быть, если научусь, буду проводить мастер-классы по художественной стежке. Есть у меня такое желание, но не уверена. Вот, с чего я начинаю? Вот смотрите, так как я художественную стежку буду использовать не в каких-то больших изделиях, пока, по крайней мере, а в кошельках, в сумочках, поэтому мне нужны какие-то ровные симметричные орнаменты. Вот. И эти орнаменты можно сделать только если хотя бы зрительно разделить ее на квадраты. Вот я таким образом сделала. Значит, сейчас я в процессе того, как научиться делать перья. И вот я не помню, кто из девочек в интернете. Я всех смотрю, всем большое спасибо, всем ставлю лайки. Потом, когда научусь, выпишу, обязательно назову всех девочек, которых смотрю. Вот, они советуют. Вот, например, я поделила на 14 на 14 квадрат, размеры не имеют значения. Вот, потом провела диагональки. Это для перышек, чтобы перышки были красивые. Теперь в планах сделать вот здесь, нужно начинать от середины, вот заколола все, и я рисую где-то вот посерединке вот такую линию для себя. Вот такую же линию симметричную я рисую, а все остальное не рисую. Мне так удобнее, именно в полете в небольшом. И начинаю я это делать вот отсюда. Значит, обязательно смотрим, ниточка должна выйти. Сейчас я вытащу ниточку из шпульки, чтобы она была подлиннее. Ну, конечно же, опускаем нижний транспортер, это уже все понятно. Я не обучаю, я еще раз говорю, я показываю, с чего я начала свой путь. Вот. И теперь в серединку становлюсь, достаю челночную нитку, вот так, делаю несколько стежков в это место, вот, а потом уже я обрежу. Значит, сверху вот эта ткань, она какая-то тянучая мне попалась, но я постараюсь. Значит, я должна идти вдоль нарисованной линии. Вот, сейчас попробую. Сначала я строчу вдоль этой линии. Все. Значит, я поняла, что мне удобно рисовать снизу. Сверху тоже пробовала, но не очень у меня получилось. Видите, этот раз у меня получились стежки неплохие, а вообще мельчат. Вот, и теперь возвращаюсь по этой линии. Это для тех девочек, которые совсем боятся, как и я. Много что умею, но свободоходовую стежку, конечно, не умела. И теперь, значит, вдоль этой линии сначала будут маленькие, потом побольше, 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 и еще раз побольше. Ну вот совсем чуть-чуть я вам покажу, как у меня получается. Первый листочек сначала с одной стороны, а потом со второй. Потом второй. Потом возвращаемся до серединки. Потом вот так. И потом уже идет побольше листочек. И вот обратите внимание, что я до линии. На удивление, прям стежочки нормальные, не мельчат. Но, может быть, уже научилась. Так, теперь возвращаемся опять до серединки. И теперь нужно дойти до вот этой линии. Вот я дохожу до этой линии. И вот. Ну, красота. Посмотрите. На мой взгляд, очень даже неплохо у меня получается. Я вот сейчас продолжаю. Видео по стежкам так залипательные такие, как другие красиво делают. У меня, конечно,
Не очень получается, но все же. Вот, смотрите, просто мастер. В общем, перышки я тренировалась больше всего, конечно же. Меньше всего у меня получаются ровные кружочки. Но перышки уже прям неплохо. Опытные девочки, пишите в комментариях, что делаю не так. Вот. Так. И здесь вот малюсенькие получаются, они должны быть вот так. И вот так. Теперь я прохожу до конца. Вы попробуйте, вот те, кто боится. На самом деле это так классно. Просто прелесть. Значит, нитки я использую, сейчас я вам покажу. Они не очень дорогие. Вот такая большая катушка, что-то в районе 250-300 рублей. Вот. Они искусственные, я имею в виду синтетические. Специально для вышивки я купила. Планирую купить разные-разные цвета. Только ими сейчас строчу. И у меня стоит иголка для джинса. И можно еще для вышивки ставить иголочки. Все, я спускаюсь вниз по этой строчке. Рисунков очень много. Я себе понафотографировала. Смотрю на рисунки, ну и потом, конечно же, все это буду воплощать в жизнь. Буду тренироваться. Следить нужно, чтобы стараться от середины, чтобы не образовывались пузыречки. Ну вот, посмотрите, какая красотень. Мне нравится, а вам? Обязательно закончу этот кусочек. Обязательно покажу, что у меня получилось. Ну а сейчас из того, что уже получилось, я покажу, как родилась у меня косметичка. Еще совсем немножко стежки. Я хочу вам показать, что снаружи я поставила светлые нитки, не серые, обычные. Самые-самые обычные, вот такие. По-моему, Мэтлер, насколько я помню. Вот такие беленькие, ну, чтобы в цвет попали. Вот, чтобы я могла использовать косметичку сразу как две стороны, обрабатывать внутри косыми бейками и не подкладывать никакие подкладки. Вот, вот так получается. На мой взгляд, тоже очень даже ничего. А вы как думаете? Обязательно пишите мне в комментарии, что вы думаете по поводу моего нового увлечения. Итак, для пошива косметички я буду использовать вот непосредственно свои заготовочки, на которых тренировалась. Единственное, вот эта заготовка у меня без внутренней части красивой, поэтому я сверху уложила стежку, у меня была, вот, и чуть-чуть закрепила поверху, чтобы она не смещалась. Эти две заготовки, размер их 28 на 25. Использовать будем молнию, длина 40 сантиметров и длина 20 сантиметров молнии. Два бегунка. Вот. И непосредственно косая бейка, я ее нарезала из хлопковой рубашечной ткани, из той же самой ткани, на какую настрачивала. Свободно ходовую стежку. Ширина косой бейки 7 сантиметров, я ее буду складывать пополам и огибать края. И на данном этапе нужно все вот эти две заготовки обработать кругом косой бейкой. Я надеюсь, это каждый сможет. На данный момент я пришиваю косую бейку, сложила ее пополам и на ширину лапки строчу. Вот, с одной стороны, с верхней стороны, там где будет молния, я края искруглила где-то 3 сантиметра вверх, 3 сантиметра вниз, и сделала полудугу. Это очень индивидуально, ну, в принципе, это не обязательно. И вот укладываю сложенную пополам косую бейку, складываю и вот так притачиваю по краю. Аккуратно разворачиваю на полукругах.
И по всему периметру соединяю. Ничего сложного, все очень-очень просто. Проще косметички не придумаешь. На вот этом участке показывать не буду, много раз показывала. Можно соединить либо по прямой косую бейку, вот здесь, вот изнутри, либо по косой. Это уже по вашему желанию. Она сначала соединяется между собой, отрезается по размеру, а потом притачивается в круговую. Косую бейку между собой соединила, и теперь этот участок нужно застрочить. Вот что в итоге получается. И теперь нужно обогнуть шов. И вот таким образом мы сейчас будем по лицу строчить и закреплять косую бейку изнутри. Но перед этим ниточки все нужно обрезать, чтобы они не мешали. Вот. Чаще всего я начинаю оттуда же, где соединяла. Вот так заворачиваю. Слежу, чтобы... Я без наметки. Кто хочет, может все это сначала наметать. Я не наметываю. Мне и так все удобно. На уголочках аккуратно вот так заворачиваю. Стараюсь, чтобы косая бейка была одной ширины. Все, и продолжаю вокруг настрачивать косую бейку. Слежу, чтобы она не вышла из-под строчки. Это обязательно. И аналогично мы делаем со всех сторон и на двух деталях. И одну и вторую точно так обрабатываем. После того, когда все детали окантовали, я еще сделала по краю декоративную строчку. Мне кажется, так будет интереснее. Вот здесь. Значит, теперь нужно обработать молнию теми же самыми косыми бейками по краям. Вот. И теперь друг напротив друга укладываем и притачиваем по краю к молнии с одной и с другой стороны. Обязательно от центра. Значит, отмечаем центр, иголочку прикалываем и даем строчку внахлёст. Вот так и вот так. И получается, по центру карман будет с молнией. К молнии я буду притачивать в строчку прикрепления косой бейки. Вот таким образом центр с центром сложила. И теперь начинаю строчить. Я использую тонкую лапку свою, узкую. Ставлю закрепку в начале. Ну и вот так притачиваю. Вы, конечно, можете приметать. Я приметываю без наметки. От начала до конца. Здесь все очень просто. И с этой стороны не забываем подкладывать другую часть. И точно так же притачиваем. Молнию пришили. Так она выглядит. В сложенном состоянии косметичка будет выглядеть вот так. Нам нужно будет пришить молнию поверху и сделать карман изнутри. Для этого от середины вправо 10 сантиметров, влево 10 сантиметров, вниз сантиметров 11, можно 10. И делаем, настрачиваем вот так внутренний карман. Вот, а потом будем пришивать молнию. Для этого просто укладываем ровно и даем строчку по краю. Здесь закрепка.
Здесь тоже ровненько все укладываем, не забываем все выровнять. Можно заметать. И сюда до конца. И здесь тоже закрепка. Получается внутренний карман. Вот так он выглядит. Теперь вот так выглядит. Находим середину на молнии. Раскрываем молнию. Я сейчас бегунок не вставляю. И обработку краешков делать буду потом, потому что в этом случае удобно пришивать. И пришиваю сантиметров 12 в одну сторону, сантиметров 12 в другую сторону. Обычным способом. Середину с серединой. И вот буду строчить по краю косой бейки в строчку. Как я делаю? Вот я одну сторону притачала, теперь середины хорошо наметила на все контрольные точки, докуда дострочила с одной стороны на следующей молнии, и теперь эту молнию нужно раскрыть. Вот так. И бегунок уже одеть после того, когда мы эту сторону притачаем. Вот, значит, так как здесь будет все закрывать, я вам показывать не буду эту сторону, но это, я надеюсь, понятно, как притачать с этой стороны молнию. Молнию притачали, вот так это выглядит. И теперь я выворачиваю это все на лицо, вот, смотрите, и вдеваю бегунок. Обычным способом, с одной стороны, потом вторую протягиваю. Теперь соединяем косметичку по краям. Для этого нужно уложить одну бейку на другую и соединить их, желательно в шов. Для того, чтобы было красиво, советую вам это сделать по лицу. Эту сторону я настрочила, вот попала в строчку, и у нас получается вот такая складочка. Вот, ниточки убираем, и для удобства отгибаю в сторону. Вот так. Подкладываю под машину. По лицу, для того, чтобы была просто красивая строчка. И аккуратно, не забываем ставить закрепку. Прокладываю строчку. Вот что у нас получается. Вот такая складка. С одной стороны косметичка зашита. Теперь то же самое нужно с другой стороны сделать. Укладываем и строчим по лицу с одной стороны. Потом раскрываем эту складку и с другой стороны. Края косметички зашили. Вот так это выглядит с одной стороны. То же самое с другой. И нам остается обработать только края молнии. И косметичка будет готова. Я буду использовать вот обрезки полотна, которое настрачивала. Вот здесь. Сначала притачаю с одной стороны, потом с другой стороны. Но для этого нужно сделать карманчик, чтобы это было красиво. Я вырезаю кусочек со сгибом, который где-то на сантиметр шире, чем сама молния. И даю строчку здесь и здесь. Вот. Предварительно вот эту часть с одной и с другой стороны тоже загибаю. Вот так прострачиваю, чтобы этот край уже был загнут. Вот что получилось. Буквой Г зашили. Теперь то, что нам не нужно, и то, что у нас утолщает, можно обрезать. И теперь это все нужно аккуратно вывернуть на лицо. Вывернула на лицо, и теперь вот по краю даю строчку. И все, косметичка наша будет готова. Ну все, косметичка готова. Вот так она выглядит изнутри. Потайной карман, очень удобный, всегда пригодится. Ну и, конечно, она сама тоже очень-очень объемная. Закрываем молнию. Косметичка получилась большая. И главное, я ничего не покупала. Это тренировочные мои макетики. Из них я решила сделать
себе косметичку, которую буду складывать, ну, все что угодно, что захочу. Скорее всего, ее буду использовать для швейных принадлежностей. Если вам понравилась такая косметичка и вы захотели себе ее шить, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал и всем творческих успехов!